Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре компактный мини-Tava корпус Aerocool Trinity Mini. Данный корпус существует в трех вариантах комплектации, которые отличаются количеством штатных вентиляторов и возможностями по управлению подсветкой. Так вот, у меня на обзоре вторая версия. Размеры корпуса: длина 353, ширина 206, высота 385 мм. Начнем знакомство с передней панели, которая, по моему скромному мнению, имеет стильный и привлекательный дизайн. Выполнена она из пластика, крепится на стандартных защелках, которых здесь по 4 штуки на каждой из боковин. Практически вся площадь фронта пронизана отверстиями в виде треугольников, и к продуваемости это однозначно плюс. В нижнем правом углу приклеен серебряный логотип бренда. С обратной стороны имеется пластиковый пылевой фильтр, он съемный, фиксируется 4 пластиковыми заглушками. На передней части шасси корпуса производителем уже предустановлено 2 140 мм вентилятора с фиксированной RGB подсветкой, плюс еще один только 120 мм разместился на задней панели. Модель 140-ок WX14025, а у 120-ки WX12025. Информации в сети про тип подшипника и скорость вращения крыльчатки данных вентиляторов я, к сожалению, не нашел. Питание осуществляется напрямую от БП через разъем Molex. Длина кабеля у 140-го примерно 400 мм, а у 120-ки 440. В общем, на шасси корпуса спереди можно установить 2 120 или 140 мм вентилятора. Здесь также по информации производителя поддерживается установка радиатора СЖО на 120 или 240 мм. Но для 240 мм радиатора есть уточнение, его толщина не должна быть более 28 мм. Большую часть верхней панели занимает вентиляционная решетка, смещенная в левую сторону и состоящая из круглых отверстий разного размера. Пылевого фильтра не предусмотрено. К решетке с внутренней стороны можно прикрепить 2 120 мм вентилятора. Ближе к передней части корпуса у нас здесь расположились 2 порта USB 3.0, аудиоразъемы для наушников и микрофона, 1 порт USB 2.0, кнопка перезагрузки системы, светодиоды питания и обращения к жесткому диску, а также кнопка включения. Длина кабелей для подключения всего этого добра за поддоном для материнки достаточная. Задняя часть корпуса имеет стандартную конфигурацию. Справа от отверстия под заглушку для материнки располагается посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО с возможностью его небольшой регулировки по высоте. Ниже находятся 4 заглушки для слотов расширения, которые придется выламывать, если надумаете туда что-то установить. Прижимная планка здесь работает по типу двери и закреплена на корпусе одним винтом с пластиковой накатанной головкой. В месте установки источника питания отверстия для его крепления выполнены так, что блок здесь можно разместить только вентилятором вниз. На нижней части корпуса расположены 4 пластиковые ножки с мягкими вставками. Высота ножек 11 мм. Под блоком питания пылевой фильтр не предусмотрен. Вентиляционные отверстия круглые, имеют небольшой диаметр. Справа находятся отверстия для крепления 2,5-дюймового накопителя внутри корпуса. Также здесь находятся 2 винта с накатанными головками, которые удерживают съемную корзину для накопителей внутри корпуса. Левая боковая панель — это слегка тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм и размерами 300 на 373 мм. Крепится на 4 винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Блок питания закрыт кожухом, сбоку есть демонстрационное окошко. Сверху имеется вентиляционное отверстие и места для установки пары 120 мм вентиляторов. Также есть 2 отверстия для кабель менеджмента. Расстояние от передней панели до начала верхней части кожуха равно 30 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini ITX и Micro ATX. 6 стоек для крепления материнки уже вкручены на свои места. Есть еще 3 дополнительные, которые лежат в пакетике с комплектным крепежом. Приятно, что здесь присутствует пластиковый переходник под отвертку для простого и удобного монтажа стоек. Инструкция с картинками, так что вопросов, что, как и где здесь размещать, возникнуть не должно. Поддерживаются процессорные кулеры высотой до 158 мм. Свободного места для видеокарты 297 мм. Для удобства видяшку длиннее 280 мм я бы сюда не устанавливал. Для укладки кабелей за задней стенкой поддона материнки предусмотрено от 15 до 20 мм свободного пространства. Правая боковая панель ровная, крепится на 2 винта с пластиковыми накатанными головками. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,5 мм. В месте установки блока питания демпфирующие проставки отсутствуют.
Производитель рекомендует сюда устанавливать блоки питания с длиной не более 159 мм. Но стоит учитывать, если у вас блок с модульным подключением кабелей, как в моем случае, то нижний ряд разъемов на блоке будет перекрыт корзиной для накопителей, и поэтому блок длиной в 160 мм здесь стоит устанавливать только если вам корзина для накопителей не нужна. Блок со стандартной длиной в 140 мм здесь будет чувствовать себя прекрасно. Крепление корзины позволяют установить в нее два 3,5 дюймовых диска, верхний можно заменить на 2,5 дюймовый. Демпферы между креплением дисков и корзиной отсутствуют. Убрав корзину, под ней остается место для установки одного 2,5 дюймового накопителя. Еще одно место для такого же накопителя предусмотрено на поддоне для материнки. Отверстия для кабель-менеджмента везде, где нужно, завальцованы. Выступы с отверстиями для удобного крепления кабелей стяжками присутствуют. Подводя итог, хочу сказать, что с визуальной стороны и со стороны продува мне этот корпус понравился. Вентиляторы довольно тихие, плюс есть возможность установки еще 4 вертушек, помимо штатных. Поэтому его спокойно можно использовать для создания компактной игровой системы. Учитывая его цену, а ее вы сможете найти в описании под этим видео, очень хотелось бы видеть в комплекте пылевые фильтры сверху и под блоком питания. И я считаю, что демпферы между корзиной и корпусом, а также под БП ему тоже пригодились бы, так как металл здесь тонковат. Также мне интересно почитать ваше мнение по поводу данного корпуса, поэтому милости прошу в комментарии. Ну а на этом у меня все. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал, если вы еще не подписаны. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!